Турецкая кухня вобрала в себя кулинарные традиции множества народов, замешанная на арабских обычаях, приправленная средиземноморскими мотивами. Она настаивалась на эталонах балканской кулинарии и тюркских кочевников, закалялась канонами ислама и томилась в печах кавказских тенденций. Национальная кухня Турции представляет собой своеобразный фьюжн Востока и Запада. Ингредиенты всегда свежайшие, вкусы пряные и насыщенные, а традиции приготовления и подачи еды зрелищные и щедрые. Экскурсионный маршрут по Турции вполне можно разнообразить гастрономическими тропами, ведь недаром кухня этой страны успешно конкурирует с шедеврами европейской и азиатской кулинарии. Популярная система All Inclusive дает лишь примерное представление о восточных изысках, а чтобы познакомиться с ними поближе, следует направиться прямиком в ресторан. Причем лучше выбрать местечко не туристическое, а облюбованное самими турками. В этом выпуске я предлагаю вам топ-15 любимых нами мест в Анталии, в которых вы можете познакомиться не только с местной кухней, но и с культурой и обычаями страны. Если эта тема вам интересна, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и поехали! Анталийская ривьера славится своим гостеприимством, огромным изобилием ресторанов и отелей. Ресторан Паблита, располагающийся в городском отеле Акра в центре города Анталии, является ярким примером турецкого социума. Здесь можно забронировать столик абсолютно любому. Для этого не обязательно быть гостем отеля. В этом заведении будет приятно как днем, так и вечером. Отсюда открывается хороший вид на Средиземное море, нетипичный дизайн и довольно разнообразное меню. Если сделать скидку на обслуживание, которая здесь все-таки рассчитана на туристический поток, приятная атмосфера и вид вас порадует. Evet, Neredeyiz? Pablito'dayız. Antalya'da Akra Otel'e bağlı bir kafeterya. Manzara mükemmel, ortam çok güzel ama özellikle garsonlar, sunum çok geç ve hani çok suratsızlar. Maalesef doğruyu söylemek gerekirse çok memnun kalmadım. Ama yok ben manzaraya bakacağım, yanında şöyle güzel çayımı içeceğim dersen gayet güzel bir mekan. Biraz beklersiniz ama. Sabırınız varsa. Evet, sabırsız varsa gelin. Sabırsızsanız Evet, sabırsız sakın gelmeyin. zorlanmayın. Evet, yemekleri de güzel ama. Второе заведение – это The Chill. Это наше любимое место для завтраков. Да и абсолютно все здесь будет вкусно и приправлено хорошим сервисом. Кафе с очень милым и ярким дизайном. Наши дети всегда в восторге. Ресторан расположен вблизи моря, так что хороший вид и морской бриз вам обеспечен. И это заведение также в списке наших любимых. Башка Ол. Само название о многом говорит. Это еще одно кафе, принадлежащее Акра Барут. У него очень специфическая стилистика и направление. И, на мой взгляд, крутейший дизайн. Да, здесь, может, не совсем комфортные столы для еды, небольшой выбор блюд, но это именно кафе, где можно очень комфортно посидеть с чашечкой вкусного кофе, с любимой или новой книгой. Это просторное заведение с 2 этажами библиотеки.
где каждый найдет литературу по своему вкусу, как для покупки, так и прочитать здесь и сейчас. Здесь как новые экземпляры, так и кем-то уже читанные. На мой взгляд, это потрясающее, атмосферное место и как минимум чудесный вариант познакомить ваших деток с волшебным миром сказок. Это место можно назвать фермой, ранчо, как вам ближе. Это еще одна прекрасная локация, куда можно отправиться с детьми и хорошенько их здесь устать. Это заведение под открытым небом, с большой территорией, огромным количеством активити и развлечений для детей, а также концепцией здорового питания. Ваши детки могут увидеть, как растут овощи на грядках, и в определенные дни даже поучаствовать в выходе за ними. Также здесь есть чудесный, назовем это мини-контактный зоопарк с козликами и кроликами. Здесь проходят обучающие программы и командные игры, расписание которых можно посмотреть на официальном сайте заведения. Здесь будет довольно бюджетно, вкусно и натурально. Мы приехали завтракать в известное и популярное место. Оно высвечивается во всех путеводителях, и также у местных оно очень популярно. Называется Сардымлик, желтый чайник. Мы были здесь года 2 назад. Нам почему-то не понравилось, но мы посмотрим сейчас, чем изменилось. Ну что, когда мы были первый раз, это было года 3 назад, я вам говорила, что нам не очень понравилось. А не понравилось нам то, что мы были на выходной, было много людей, и они явно не справлялись, у них недостаточно было персонала. Сейчас это место переехало на новую локацию, у них сейчас довольно шире помещение и больше. Если это раньше было все в маленьком таком дворике, то сейчас это полноценное кафе. Вот, они исправились в сервисе, у них все быстро, все слажено. Мы ели 2 неограниченных, скажем так, некончаемых завтрака. Ну, в итоге нам и супругу понравилось. Это место тоже с названием, которое говорит само за себя. Мы очень любим эту локацию, здесь всегда тихо и спокойно. Это место было создано как социальный проект, показывающий, что единственным физическим недостатком человека является отсутствие мозгов. Что люди с особенностями и ограниченными возможностями такие же веселые и жизнерадостные. Они имеют такие же права в обществе, порой только немного больше нуждающиеся в помощи и поддержке. В этом месте ребята с ограниченными возможностями как могут дополнительно заниматься, получать образование, так и работать. Да, может быть здесь не супер вкусно и лакшери, зато атмосферно и чуть дешевле, чем бесплатно.
Здесь прекрасный вид и просторная территория. Также это заведение Pets Friendly. Это место находится прямо на берегу моря. Это муниципальное кафе. Сюда может прийти абсолютно любой и поддержать как морально, так и финансово такой чудесный проект, который учит нас верить в хорошее. Merhaba, Engelsiz Kafe, ruhunda engel olmayan herkese açıktır. Hoş geldiniz. И еще одно так называемое Белидия кафе, которых здесь, кстати, довольно много, это муниципальное заведение. Данное расположено в парке возле пляжа Кая. Кстати, я вам очень рекомендую подобного рода пляжи. О них знают только местные жители этого района, поэтому там никогда не бывает людно. Единственный минус – это лестница, но есть аналогичные пляжи с лифтом. Вы только посмотрите на этот вид. Особенность таких кафе – они супер бюджетные. Это те самые места, где еще можно попить чай за 2 лиры, а лимонад за 7. Причем у всех этих заведений классное расположение и шикарный вид. Кстати, я вам также советую прогуляться и по самому парку. Здесь очень много фотолокаций, приятностей. Здесь можно увидеть часто невест с женихом, ну и также любоваться местными пейзажами. В одном из видео о том, что нужно попробовать в Турции, я уже рассказывала вам про эту кафешку. Это, скажем так, ларек, в котором продают только мороженое. Но какое! Таких заведений несколько в Анталии, и, как вы видите, они очень популярны у местных. Здесь продается мороженое с натуральными фруктовыми добавками. А также можно попробовать множество нестандартных вкусов. Например, мороженое со вкусом сладкой газировки, тахина, нутеллы, фисташек и множество других, как привычных, так и не совсем вкусов. Это довольно бюджетное заведение, и особенно по вечерам оно пользуется огромным спросом. И это заведение из разряда палочка-выручалочка. Если вы не хотите рисковать, идти в новое место, не знаете, что и где покушать, Шекспир всегда придет вам на помощь. Это франшиза, которая есть во многих странах. И будь это завтрак, ужин или простой кофе, здесь всегда будет вкусно и с хорошим сервисом. İnanılmaz kötü. Ne yiyorsun sen? Tavuk şinitzel, mantar sosu tavuk şinitzel. 2 sene sonraki şartlar Beğendin mi? farklı olacak. Çok beğendim. Bana 20 tane evrak verdi, tamam mı? Ya dedim, abi ben bunu nasıl işleyeceğim dedi. Bana diyeyim, bilmiyorum dedi, tamam mı? Git dedi, yerine otur dedi, işte bunları dedi. Banka evrakları işle diyor, tamam mı? Bende ne alakası var? Fatura kontrol ediyor, havada yaşıyor. Oturdum yerime, umarım dedi, hepsini yanlış yaparsın dedi. 20 tanesini de yanlış yaptım. Gel şimdi otur dedi. Benim istediğim buydu zaten dedi. Hepsini yanlış yap, şimdi otur doğrusunu benden öğren. İnşallah dedi hepsini yanlış yapmışsındır. Bir baktık hepsi yanlıştı zaten. Sonra hepsini bana öğretti. Yemeklerden çok memnun kaldım. Servis olarak gayet hızlı ve güzeldi. Şeyleri bayağı övdüler. Gayet temiz, gayet düzenli ve güzel bir yer. Bunu da nereden gördün? Tercihlerinizin arasına ekleyebilirsiniz. Antalya'ya geldiğiniz zaman mutlaka uğramanız gereken bir yer. Bunlara bakıyorum. Mesela bunlar hep yeni Yemekleri çıkanlar. enfes, mükemmel. Ama Sözü arkadaşıma bırakıyorum. Bunu hep övüyorlardı. Shakespeare denince akla Antalya'daki bir numaralı mekanlardan biri gelmektedir. Yemek, hizmet, kalite her zaman mükemmel. Keyifle ve isteyerek gelebilirsiniz. Про это заведение и кюнефе я уже рассказывала в видео о том, что нужно обязательно попробовать в Турции.
Ссылочку я вам оставлю в конце этого ролика. На мой взгляд, это одна из самых недооцененных турецких сладостей среди иностранцев. Все слышали про баклаву, а вот про кюнефе мало кто знает. Хотя это блюдо с запахом истории. Многие считают это заведение лучшим в Анталии по приготовлению кюнефе. Его здесь огромное количество разновидностей. А также я обожаю заведения с открытой кухней, где вы можете своими глазами увидеть, как рождается блюдо. Как же на море и без рыбы? Подобных заведений, где форель выращивают в специальных аквариумах, на Анталийском побережье довольно много. Одно из любимых нами – это Аркадаш Алабалык, так как оно находится в черте города. В такой жаркий летний сезон, как в этом году, это место было просто спасением. Здесь всегда прохладно и свежо, а также почти всегда людно. Наши друзья с маленькими детишками также очень любят это место, потому что детки очень хорошо здесь спят под звук воды. Это очень хорошее заведение, на мой взгляд, для отдыха всей семьей. Во-первых, деткам здесь есть где провести время и побегать, а взрослым здесь очень приятно отдохнуть после жаркого, тяжелого рабочего дня. А вот лайфхак от подруги, от молодой мамочки. Для тех, у кого детки плохо засыпают, программа с всевозможными звуками, начиная от пш-пш, заканчивая там звуком фена, стиральной машины и так далее. Еще одно заведение с хорошим видом – это Big Man. Их несколько в Анталии. Это довольно известная сеть ресторанов, когда-то они были очень престижными и популярными. На мой взгляд, это одно из заведений, которое стало хуже, чем было. Но мой супруг по сей день любит эту сеть, поэтому оно в нашем списке. У этих заведений будет хороший вид, неплохая кухня, но сервис, на мой взгляд, мог бы быть и лучше. Что касается меню, цена здесь будет выше среднего. Big Man, который в Мурат-Паша, находится на территории парка, в котором есть озеро с черепашками, за которыми очень любят наблюдать как наши дети, так и мы. А также здесь находится еще один пляж, о котором я вам говорила, с потрясающим видом. Он известен только местным. У него огромный приоритет в том, что к нему идет лифт. То есть как подняться, так и опуститься вы можете с помощью него. А те, кто любит, конечно, активный вид отдыха, могут воспользоваться лесенкой. Еще один вид ресторанов, в котором обязательно нужно побывать в Анталии, это заведение типа Ботаник, Тропик, Упинар и так далее. И это прям реально местный колорит с сидениями на напольных подушках и распиванием чая по полдня. Это тоже рыбные рестораны, в которых здесь же эту рыбу и выращивают. Благодаря жаркому климату подобного рода заведения в тени и у воды очень популярны у местных жителей. Позавтракав, вздремнув, затем плавно поужинав, они могут прямо с утра и до самого вечера находиться в этих заведениях. В каждом выпуске я не устаю рассказывать о турецких завтраках. На мой взгляд, это прекраснейшее место и времяпровождение для всей семьи, тем более для местных это именно целый ритуал. Здесь настолько жаркий климат, что для местных уже абсолютно нормально находиться, например, в таком заведении, сидя за столиком и опустив ноги в холодную горную реку. Калейчи – это город в городе.
Это обязательное место для посещения как туриста, так и излюбленная локация у местных жителей. Это старый город с узкими, древними, брусчатными улочками, переплетенные с парками, набережными, мариной, пляжами, щедро приправленное все неимоверными пейзажами и восточным колоритом. Здесь хочется гулять с утра до вечера, блуждая и теряясь в этих узких запутанных улочках. Выходя на новое место, удивляться, что лучше и красивее уже быть не может. Здесь настолько много ресторанов и кафе, что я не могу выделить всего одно заведение. Каждое из них достойно вашего внимания, начиная от завтраков с шикарными панорамами, заканчивая рыбными ресторанами, которых здесь очень много. А вечером это место превращается в бурлящую смесь баров и ресторанов. Senden dondurma alsam beni maymun edersin. В Турции очень любят пикники. Мне кажется, это даже как отдельная национальная забава. При любой возможности в ближайший выходной вся семья будет выезжать за город, в лесополосу, в парк, на пикник с мангалом, с шашлыками, с кучей еды, всякой утвари, развлечениями и так далее. Благодаря пандемии многие распробовали вкус городских парков, и даже лужайки перед домом превратились в социальные места для досуга. В последнее время многие пересмотрели ценности в жизни, и теперь все чаще можно увидеть вечерами людей просто на раскладном стульчике, встречающих или провожающих закат. Как же здорово, когда у вас есть возможность провести время со своими родными или друзьями, и не обязательно идти в дорогой ресторан и тратить много денег. Умение получать удовольствие бесплатно – это ведь самое большое богатство. И мне кажется, что любое блюдо в любом ресторане будет чуточку вкуснее, если вы будете в компании близких вам людей. Если это видео вам было полезным, ставьте лайк, пишите комментарий, пожалуйста, о том, какие у вас любимые заведения и понравился ли вам мой список. На канале есть много интересных и нестандартных видео, подписывайтесь на него. И до встречи в новых роликах. Пока-пока. Yemek yiyorlar. Böyle piknik aynı gibi. Ama böyle kocaman şu akşama doğru.